Спасибо спонсорам, мы снова с вами. Благодарим каждого за поддержку, за финансовое участие, за пожелания, чтобы канал продолжал свою работу. Благодарим вас, мы чувствуем свою нужность. Новые случаи ковида, обезьянья оспа, конфликты, кризисы и прочие радости времен упадка являются вообще-то частью цикла существования. Процветание, радость и упадок. Будда также предрек, что каждые 500 лет его учение будет вступать в новую фазу, пока не исчезнет из мира. Час от часу не легче, но тем не менее всегда можно эмигрировать в другие, более благоприятные для совершенствования сферы существования. Или же мы можем сосредоточиться на личных практиках и самосовершенствовании. В Махаяне, например, важно делать пожелания об общем или индивидуальном благополучии. Лично я решила проводить путешествующие ретриты и паломничество, где буду вести программу с практиками внимательности для работы с умом. Все подробности по поводу следующего ретрита будут как раз снова в полезных ссылочках под видео. В состоянии Тугдам, сердцевина истины, 9 июля 2022 года вошел выдающийся учитель, профессор Семпа Дорджи. Родившись в 1930 году в индийской семье, он уже в юности, повинуясь неодолимому влечению, отправился в Тибет, где долгие годы учился и медитировал. Вернувшись на родину, он стал преподавать, а впоследствии возглавил главный для тибетцев Центральный институт высшего тибетского образования в Сарнатхе, в месте, где дал первые поучения сам Будда Шакьямуни. В уже почтенном возрасте профессор Семпа Дорджи принял приглашение Кармапы Тинлетая Дорджи стать его учителем и более 20 лет прожил в институте Кармапы, став его ректором и освещая светом своей мудрости как новичков-студентов, так и высоких лам. Я также имела честь у него учиться. Наискорейшего возвращения к нам, профессор! А вообще, множество буддийских курсов и ретритов проходит прямо сейчас. Только успевай посещать. Снова приехал Цеванг Ринпоче. Повезло Санкт-Петербургу, Москве и Краснодару. Ссылку на телеграм-канал Ринпоче для русскоязычных практикующих смотрите там же в полезных ссылках под видео. Многолетние образовательные программы начинаются в таких известных местах, как Институт Сова Ригпа, предлагающий 4-летнее образование на английском в традиции Юток Нинтик. В буддийской дарме теперь, как и повсеместно, частично будут обучать на занятиях офлайн и онлайн. Высшие курсы кино и телевидения объявляют набор до 31 августа в мастерскую режиссура жанрового фильма. Руководить им будет Анна Новикова, создавшая фильм «Прозрачный лама», и программа включает глубокое освоение новейших кинотехнологий. А в Бурятском институте Даши Чокорлин до 23 августа продолжается набор студентов. Они обучаются по традиционной тибето-монгольской программе, принятой в шедрах традиции Гелук. Свою деятельность институт начал еще в 1991 году. Итак, мы обещали рассказать вам о разных школах тибетского буддизма, и большинство из вас в первую очередь хотело услышать про Бон. Оно и понятно, ведь Юндрун Бон – древнейшая религия Тибета. Корни ее в горах на нынешней ирано-таджикской границе. Юндрун переводится как «вечный» или «нерушимый». Традиция Юндрунг-Бон возникла в Шаншунге. Из Шаншунга она постепенно распространилась в Тибете и до сих пор не угасла. В Тибете же центром Бона слывет исчезнувшая в конце первого тысячелетия цивилизация Жанжун, расположенная в северо-западных Гималаях. Развалины древних городов поблизости от священной горы Кайлаш до сих пор хранят загадки этой древней цивилизации. Внимание! Специальный подарок от нас тому, кто первый в комментариях напишет, как нужно правильно писать или произносить Кайлас или Кайлаш. И объяснение, почему именно так.
а тот получит от нас книжку «Драгоценное украшение освобождения» с автографом-переводчиком Бориса Ерохина. Совсем давней традиции шаманский бён кажется немного пугающей из-за ее связи с темными хтоническими силами природы, колдовскими ритуалами и кровавыми жертвоприношениями. Словом «бон» считается, что до Будды Шенраб Мево называли все мирские верования, которые теперь больше мы можем назвать шаманизмом. Это были разнообразные способы почитания природы, каких-то энергий, каких-то духов, в основном приносящие благо в этой жизни. Однако рождение Тонпа Шенраба среди заклинателей и жрецов того времени и того места, 12 его последующих деяний обратило царство Жанжун к добру и справедливости. Традиция Бон ведет свое начало от Будды, которого называют Тонпа Шенраб Мево. Шенраб Мево – его имя, а термин Тонпа означает «тот, кто повернул колесо учения». Будда Тонпа Шенраб Мево жил более 18 тысяч лет назад и проявился в древней стране Шаншунг, которая когда-то захватывала север и запад Тибета. Последователи Юндрун Бён видят Шенраба как явление просветленного Будды, точно так же, как школа тибетского буддизма рассматривают рождение индийского принца Сиддхартхи Гаутамы в качестве Будды Шакьямуни. Главная разница между Юнгдрунг Бон и 4 буддийскими традициями, которые идут от Будды Шакьямуни, Сакья, Кагью, Нингма и Гелук, в том, от какого Будды пошли эти учения. Учения этого древнего Будды вполне совпадают с учениями других буддийских школ о правильном поведении, парамитах, пустотности, и в особенности с разделами учений Ваджраяны, со школой Нингмы, о которой мы обязательно поговорим в следующих выпусках. Так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Обе традиции, и Бён и Нингма, соперничали в ранних периодах Средневековья, в 8-10 веках нашей эры. Тем не менее, обе традиции считают Дзогчен высшим из поучений Будд 3 времен. Гуру Падмасамбхава, основатель Нингма, включил множество древних языческих бонских божеств и буддийский пантеон в качестве защитников учения. А последователи Бон считают, что и Будда Шакьямуни, и гуру Падмасамбхава были учениками Тонпы Шенраба в своих прошлых жизнях. То есть противоречия в сути учений и практики Бон и буддизма незначительны. В традиции Юнгдрунг Бон тоже есть сутра, тантра и дзогчен. А на этих фотографиях вы видите монастырь Гуругьям в области древнего царства Шаншун. Развалины покинутых городов часто встречаются в этом отдаленнейшем от цивилизации уголке Тибета. Наверху, в скале над зданиями монастыря, видны пещеры для долговременных затворничеств. Что действительно отличает Юндрун Бон, так это методы и практики так называемой колесницы причин, ведущей колесницы результатов. Колесница результатов везет практикующего через врата сутры, тантры и дзогчен, которые являются абсолютно духовными поучениями. Их цель – это освобождение от сансары и пробуждение, то есть они являются наивысшими. А колесница причин закладывает основы, используя различные ритуалы – магию, гадание, астрологию, геомантию, обереги, достижение материального благосостояния, умилостивление духов, экзорцизм, целительство, траволечение и так далее. То есть то, что связано с первобытными представлениями. Они широко распространены в тибетском фольклоре и народных верованиях. Все школы тибетского буддизма, в том числе Гелук, приняли многие практики из бёнских методов. Например, плавушки для духов Дё или обряды выкупа Лю и многие другие. Предметы намка, они как участвуют в астрологии, так и в ритуалах бонских. Палочки вертикальные, горизонтальные представляют
позитивные и негативные тенденции в чем-то, в жизни человека или в обстоятельствах. А нить 5 цветов, она символизирует 5 первоэлементов. В итоге индийский буддизм смешался с местным шаманизмом, и это придало тибетскому буддизму особенный неповторимый характер. Так происходит в каждой стране, где буддизм принимает какие-то особенности местности. Например, в Японии или в Бурятии. Поэтому естественно, что его святейшество Далай-лама убедил тибетское правительство в изгнании признать Бон пятой тибетской школой, наряду с Гелук, Кагью, Сакья и Нингма. Хватит уже о древностях, давайте про современность. Многие учителя Бон и их ученики довольно широко и повсеместно распространяют учение. Его святейшество Юндзин Лопен Тензин Намдак Ринпоче, который родился в 1926 году, старейший учитель Бон, пользующийся непререкаемым авторитетом. Ринчен Тензин Ринпоче, наверное, самый известный в России учитель Бön, неустанно работающий в кругу своих учеников. Информация на сайте доступна и для начинающих, и для тех, кто хотел бы углубиться в трехлетней программе. Она включает в себя основополагающие и самые продвинутые практики Бön. Благотворительный фонд «Чистые земли» ведет постоянную работу в области сохранения, исследования и популяризации культурного и духовного наследия Юндрун Бön как на территории России, так и во всем мире. Его деятельность включает в себя создание обширной библиотеки и строительство ретритного центра в Кингисеппском районе Ленинградской области. Намкай Норбу Ринпоче, физически покинувший в 2018 году своих многочисленных учеников, оставил после себя не только десятки томов глубочайших наставлений и исследований, но и многочисленную и активную дзогчен-общину. Ссылки на все эти ресурсы вы сможете увидеть под видео в списке полезных ссылок. Евгения, было бы интересно узнать, как справляются с гневом и раздражительностью в буддизме. Шантидева в Бодхичарья Аватаре сообщает о том, что гнев и злость – это самые злейшие враги практикующего, так как они сжигают мгновенно весь благой потенциал, заслугу. С гневом можно работать на уровне 3 колесниц. На уровне Тхеравады можно обуздать себя во время вспышки гнева, то есть подключая обеты практимокши, самоосвобождение, и создавая дистанцию между причиной гнева и собой, то есть, например, просто выйти из комнаты и позволить себе остыть. Внимательный анализ деструктивных качеств гнева и злости помогают парамите терпения, важному методу практики бодхисаттвы. Таким образом, можно работать на уровне махаяны. На уровне ваджраяны буддист может выглядеть довольно гневно, но при этом сохранять ясное, чистое видение ситуации. Это можно сравнить с ситуацией, когда мамочка наказывает своего нашалившего малыша из любви к нему. Такой вид активности – это вообще-то одна из 4 активностей Будд. Не могли бы вы подробнее рассказать об обучении в Международном буддийском институте Кармапы, КИБИ? Как поступить, что для этого нужно и так далее. В первую очередь есть смысл знать английский язык, потому что там все-таки ведется преподавание на английском языке. Конечно, также необходимо достаточное количество денег, чтобы оплачивать обучение, проживание, вовремя подать заявку на поступление и приехать в Дели. Далее стремление узнать Дхарму сделает все остальное. Сайт института с нужной информацией мы также оставляем в списке полезных ссылок под этим видео. Насколько сильно мясоедение влияет на нашу карму? Все зависит от отношений и мотивации человека. Убийство чувствующих существ ради забавы или выгоды, конечно, не приветствуется в любом случае. А так у каждого ламы свой ответ на этот вопрос. Многие ламы, например, вегетарианцы, в особенности в Дрикунг, в Юток Нингтик. Какие-то учителя едят мясо, создавая условия для будущего освобождения существ. Мы также можем им подражать, создавая условия для того, чтобы помогать им в будущих жизнях. А так вообще очень много различных статей, книг есть по этому поводу и, естественно, разных мнений.
Женя, расскажите, пожалуйста, о принятии прибежища, какие учителя могут ездить по России и давать вышеупомянутое прибежище, при каких условиях они это делают и так далее. Принятие прибежища – это первая ступень развития буддиста. Прибежище – это ключ, который открывает двери к последующим практикам. Лучше всего, если есть возможность получить прибежище у квалифицированного ламы или бикшу, тхеравадинского монаха. Его или ее квалификация должны быть подтверждены учителем и дано разрешение. Подробнее об этом можно прочитать в том же самом драгоценном украшении освобождения Гампопы или Ламрима Цанкапы. Можете ли немного пролить свет на ситуацию с 17-м Кармапой? Почему так получилось, что их двое, и кто является истинным перевоплощенцем? Его святейшество Кармапа может иметь множество эманаций одновременно. Не так давно они встречались, чтобы подписать письмо о том, что они оба работают на благо линии передачи Карма Кагью. А так-то еще много интересного и удивительного мы можем наблюдать, если действительно интересуемся жизнями просветленных и развитых персон. Побольше видео о практиках и о возможных ошибках, как правильно следить за умом и дыханием и так далее. Видео о практиках – это все-таки сложная такая тема, потому что ведущий не имеет прямого контакта с практикующим. Поэтому приезжайте ко мне в ретриты путешествия, попрактикуем с вами внимательность, осознанность, поговорим про буддизм. А так, до скорых встреч. Всего доброго.